Рассказ называется «Первый медведь». На Руси убить медведя всегда было большой удачей. И у коренных народов Севера, и у русских охотников до сих пор считается, что мясо медведя нельзя есть в одиночку. Поэтому, добыв медведя, на пир собирались жители чуть ли не всей улицы в деревне. Оставшееся мясо суеверные русские охотники раздавали по соседям. Себе же оставляют целебную желчь, шкуру, лапы и череп медведя. Череп прибивали под коньком хлева в качестве оберега от злых таежных духов. Многие коренные народы Сибири обязательно извиняются перед добытым зверем, кладут ему в пасть сладкую траву и уверяют, что хотели всего лишь угостить его лакомством. Они просят, чтобы душа убитого медведя, вернувшаяся в тайгу, рассказала об этом остальным мохнатым сородичам. При этом мертвого медведя настойчиво убеждают, что его убили именно инородцы, и свой гнев из загробного мира ему надо направить именно на них. Большинство сибирских охотников очень суеверны, и убив 39 медведей, останавливаются на этом, потому что считается, что 40-й медведь обязательно принесет охотнику смерть. Однако в Забайкалье это суеверие почему-то не прижилось, и здесь охотники убивали в течение жизни по 50, а то и по 80 медведей. Сибирские охотники уверяли меня, что медвежатина действует на человеческий организм обновляюще, что ответов медвежатины даже старики становятся на время бодрыми и веселыми, поэтому и приглашаются на пир отведать целебного мяса. А еще все охотники говорят об удивительной способности представителей малых народов во время пира набивать себе животы медвежатиной. Мол, трое хороших русских едоков не выстоят даже против хилого арачона, но при этом отдают должное и мастерству туземных охотников, некоторые из которых способны одним ударом легкой пальмы срезать тонкий ствол дерева, и прежде чем комель коснется земли, успевают перерубить его в воздухе пополам. Ну теперь начнем рассказ. Однажды осенью, когда открылся сезон охоты, мы с друзьями полетели на охоту на вертолете в очень отдаленное место в тайге. Там была специально для охотников ими же и построенная избушка, так называемое зимовье, где они и рассчитывали провести примерно месяц. Один из охотников взял с собой 14-летнего сына Саньку. Парень первый раз пошел на настоящую охоту, надолго и на крупного зверя. Возбужден, конечно, сверх меры. По прибытию на место спокойно усидеть не мог. Ну а мужики, устроившись на месте, решили по старой, я бы даже сказал древней, традиции выпить за удачу в нелегком охотничьем ремесле. А так как Санька по молодости лет не пил и компании поддержать не мог, вручили ему в околоторжественной обстановке мелкокалиберное ружье, в народе просто мелкашка, и благополучно спровадили. Постреляй, говорят, пока белок или другую мелочь какую, только далеко не уходи. С таким напутствием и отправили Саньку погулять по тайге, развеять скуку, так сказать. Ну а сами, как водится, сели за стол, предварительно сервированный, с нехитрой закуской и бутылкой водки, и решили выпить за заезд. Но не успели они выпить по третьей рюмке, как Санька вернулся. Забежал, весь взъерошенный, глаза чумные, трясется его, в общем, испуган сильно. Ввалился, стало быть, и орет с порога: «Мужики, я медведя убил». Ну а мужики, повскакившие было слава, снова на эти лавки попадали. «Смотри, Санька, — сказал отец, — если соврал, с собой в лес больше не возьму». «А почему вы мне не верите? — говорит Санька обиженно. — Я правда медведя завалил». Понимающий человек знает, что из мелкашки даже зайца не всегда убьешь. Парень от обиды чуть не плачет. «Ну убил же я, батя, ну правда убил медведя. Ну посмотрите, идите сами, если не верите». В общем, посомневались мужики немного и решили сходить посмотреть, что же там по правде случилось. Может, он бурсука или росомаху за медведя принял. Да удачно попало с тозовки в глаз, например. «Ну что же, веди, показывай медведя», — шутят они. А оружие все-таки с собой взяли, мало ли. Короче, приводит Санька мужиков на место, раздвигает закрывающий обзор кусты и показывает рукой, слегка стесняясь, говорит: «Вот». И точно вот, на небольшой поляне лежит огромный, матерый, абсолютно мертвый медведь. Ну дальше немая сцена, как в анекдоте. Толпа в шоке, парень в восторге.
А когда шок прошел у всех, давай спрашивать парня, как же это так он сподобился. И вот что они услышали. Иду я, значит, вижу, на дереве медведь сидит. Почти на самый верх залез. Там, видите, пчелы улей устроили. Ну, я прицелился и выстрелил. И сбил его оттуда. А вы говорите, нельзя с мелкашки убить. Несколькими минутами позже, когда произвели реконструкцию событий, выяснили, что под деревом, точнее рядом с ним, росло когда-то другое дерево, поменьше и потоньше. Но было оно обломано. Из земли, наподобие кола, торчал пенек, примерно метр высотой заостренный. И когда парень выстрелил, у медведя, может с перепугу, а может от выстрела, разжались лапы, и косолапый упал с дерева. И так удачно или неудачно, смотря с чьей стороны посмотреть, приземлился на тот самый кол, в результате чего от полученной травмы, несовместимой с жизнью, он скончался. Кстати, пуля в шерсти медвежьей застряла, даже кожу не пробила, заряд, видимо, слабый был. Можно сказать, без ружья на медведя сходил. Мужики посмотрели на это все и сказали: в рубахе ты, парень, родился. А отец крепко обнял сына. А мог ведь больше не увидеть сына. Дело случая. Просто очень повезло Саньке. У Саньки это был первый добытый на его счету медведь. А про того пацана с тех пор говорят, что он самый везучий охотник в нашем крае. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.